Вы узнаете, как правильно создать резюме, если у вас его нет, а для тех, у кого оно есть, улучшить его. Уверяю вас, это самое полезное видео про резюме в русскоязычном YouTube, поэтому обязательно смотрите это видео до конца, потому что итогом этого видео будет то, что вы опубликуете на площадке сильное, продающее и цепляющее резюме. Я постарался это видео сделать таким, будто записываю его для себя пару лет назад, когда у меня еще не было никакого опыта написания резюме. Всем привет, меня зовут Александр Дегтярев, и на этом канале мы говорим о том, как сделать вам преуспевающую карьеру. Подписывайтесь, смотрите также другие ролики про резюме, про собеседование у меня на канале, а мы начинаем. Давайте с вами разберемся, где искать работу и куда опубликовать резюме. Исходя из своего опыта, могу сказать о том, что в России самый популярный сервис по поиску хороших работодателей является Headhunter. Поэтому, отвечая на вопрос, как составлять резюме, мы заходим на сайт Headhunter, регистрируемся и нажимаем кнопку «Создать резюме». Все, полдела сделано. И резюме имеет такую структуру: контактные данные, основная информация, специальность, опыт работы и образование. А вот что касается специальности и опыта работы, сейчас мы будем говорить о этом. Итак, раздел «Специальность» — это равно название вакансии, а это равно название должности, на которую вы подаете. И тут мы подошли к самому ответственному шагу — это писать про свой опыт работы. Важно понимать о том, что цель резюме — это краткое изложение вашего опыта, ваших знаний, ваших навыков, ваших умений, ваших достижений, а также того, как они связаны с конкретной работой. Сразу говорю о том, что нет идеального способа заполнения резюме, нет идеальных шаблонов заполнения резюме, но есть просто общие рекомендации, благодаря которым вы можете сделать свое резюме великолепным. И ключевой совет, который я бы дал себе в прошлое, это адаптировать и кастомизировать резюме под разные вакансии, под разные работы и под разные компании. Поэтому, заполняя информацию о себе и о своем опыте, мы пишем информацию о том, как наш жизненный опыт совпадает с теми требованиями, которые есть для данной вакансии. И тут делюсь с вами вторым советом, даже для себя в прошлом, потому что он на самом деле очень ключевой. Это здесь писать о своих достижениях. Причем не просто о своих достижениях, а о том, как вот эти достижения сметчатся с текущими задачами на текущей работе. Вот пытаюсь привести простой и в то же время понятный пример. Допустим, мы раньше работали в продажах, и сейчас ищем новую работу в продажах. Мы смотрим описание вакансии, видим то, что в описании написано, вот в наши обязанности будет входить вот такое, такое, такое. Ну, допустим, один из пунктов — это выполнение планов продаж. Зная это, будет логичным написать в информацию о себе, в своих достижениях, о том, что мы выполняли планы продаж. А еще лучше, если о том, что мы перевыполняли планы продаж. А еще лучше будет подметить о том, что, например, на протяжении 3, 4, 6 месяцев мы регулярно выполняли план продаж. Именно такие достижения стоит подмечать, которые вот есть в требованиях к вашей работе. Если в вакансии не написано о том, что вам нужно будет заниматься звонками, тогда не стоит это указывать в своем резюме. Не каждый опыт является релевантным, поэтому если в описании вакансии чего-то нет, можно это даже вообще не указывать. Но это как бы на свое усмотрение, можно указать, можно не указать, как считаете нужными. Просто сравнивайте, что вы написали в своих ключевых навыках с требованиями к вакансии. Просто не все рекрутеры являются экспертами во всех сферах. Поэтому чем больше совпадений вашей вакансии с их требованиями, тем больше шансов убедить рекрутеров в том, что именно вам стоит позвонить. Вот когда вы пишете информацию о себе, задавайте себе вопрос, поможет ли эта информация убедить рекрутера в моей квалификации. Если нет, то можно смело удалять. Лишняя информация, она мешает вас оценить как кандидата и как эксперта. Следующий важный совет, который дал бы себе, это если мы пишем про свои достижения, мы пишем только про свои достижения, а не командные. Допустим, требуется кадровик в компанию. В описании вакансии так и сказано о том, что в будущем вам нужно будет внедрить электронный документооборот. Соответственно, логично будет рассказать о своем опыте, как вы в прошлом внедряли этот электронный документооборот. Только сразу будет важно подметить только ваш вклад, только ваши достижения, только что вы сделали в данном проекте. Просто даже если захотите написать о том, что это мы внедрили, мы сделали, все равно будут дальнейшие вопросы, а конкретно ваш вклад, что вы сделали. Поэтому сразу ответьте на этот вопрос. Делюсь с вами просто невероятным лайфхаком, который может очень сильно упростить вам жизнь. Просто забейте в гугле, о чем писать, устраиваясь на и название должности. Вы там сможете найти идеи ваших достижений и ваших результатов, которые можно написать, которые можно подметить. Более подробно, как написать информацию о себе, о своем опыте работы, о своих достижениях, мы разбираем в курсе «Получи работу». Обязательно посмотрите описание к этому видео, потому что вы сможете узнать, как я смогу помочь вам получить желаемую работу. Далее, что делать, если опыта работы нет?
Ну, во-первых, сразу такой технический момент, это все равно мы указываем о том, что опыт работы есть, указываем более 1 года, чтобы вы все равно отображались в поиске. Это все нужно для того, чтобы вы хотя бы могли дать шанс себе в тот момент, когда, например, даже компания готова принять человека без опыта работы, рекрутер все равно будет пытаться найти лучшего человека, и он будет пытаться найти человека с опытом. Итак, что же все-таки нам писать? Во-первых, мы вспоминаем наш школьный опыт, наш студенческий опыт, наши какие-то подработки, наши какие-то обучения, которые мы проходили, наши, возможно, какие-то волонтерские проекты, которые мы делали, наши темки, которые мы там раньше устраивали с друзьями. Напишите, как ваш этот жизненный опыт поможет выполнять ваши обязанности вот на текущем месте. Ну и второй вариант, написав все то, что я описал ранее, это найти работу сначала ассистентом, помощником по той специальности, на которую вы стремитесь, ну или, например, стажером. Далее, момент по поводу фотографии. Какую фотографию опубликовывать? Если ваша работа не какая-то там серьезная, например, там аниматор, какая-то творческая работа, то допустимо будет просто опубликовать вашу портретную фотографию там, с любым фоном. Но если что-то серьезное, то рекомендую сделать фотографию, которая похожа, ну что-то типа, которую мы делаем на документы. Далее нажимаете кнопку «Опубликовать», сделать резюме видимым и вперед получать отклики.